Там все удобства. Город просто полный горячими телами, зажигательными тусовками. За этими домами пляж. В этой воде можно купаться. Люди каякингом занимаются. На досках, на серфовых стоят и гребут веслом, купаются. Номер в этом отеле стоит $300 за ночь. Этот дом стоит снять 1500. А я здесь бесплатно торчу вообще, это охренеть. Просто что творится вокруг. Я проводил сейчас, ребята, они поехали домой к себе во Флориду. И я здесь вообще один. У меня свои личные sunset deck, как это называют. Sunset deck. Солнце, вот и дома не будут его загораживать. Я беру паруса, ультрафиолет плохо на них влияет. И буду жить. Привет, я Саня. И это моя парусная лодка «Бабушка», которая ждала меня 4 года. В 2019 году я свалил из Москвы на яхтинг в Штаты. Мой влог о любви, безумстве и отваге. Жизнь по мечте и без нее, поиски, провалы, успехи и отличная музыка. Каждые 2 недели на канале «Пора валить сейлинг». Подписывайтесь и добро пожаловать на борт. В предыдущей серии я, Сьюзан и Глен перешли по океану из Флориды в Северную Каролину. Мы привязали веревки в марине на Райтсвелл-Бич. В этой серии, сойдя на берег, жадные до впечатлений, мы отправились в старый портовый город Уилмингтон. Стильный и породистый, с вековой историей, город покорил меня еще в 2015 году. Знал бы прикуп, жил бы здесь. Это не мегаполис, но и не маленький город. Здесь университеты, какие-то колледжи, здесь много молодежи. Я не фанат прогулок и осмотра достопримечательностей, но сегодня мы это делаем. Здесь вот такие вот приятные здания. И вот какое-то странное место под названием КГБ. Эй, Правда, не знаю, о чем речь. Ведро мусорное для Правды, видимо, да. Газета Правда и КГБ здесь. Я не знаю, о чем речь. Тут все вокруг Кейп-Фир. Кейп-Фир — это мыс страха, который мы обошли недавно в океане. Река Кейп-Фир. Колледж Кейп-Фир. Тем временем мы спускаемся к реке Кейп-Фир Ривер. Это City Docks, так называемые. И здесь вот есть и электричество, и вода, и уточки. Плавучий док поднимается вверх-вниз вместе с приливом-отливом. И теоретически бабушка могла бы здесь зашвартоваться, но говорят, Сью говорит, что здесь кого-то обворовали, знакомых, небезопасное место. Ну, действительно, это прям центр города, и с другой стороны, так, народу не очень много. Ну, тут какой-то отель с бассейном. Ну, прям доступ простейший. То есть перелез через забор, и все, и на лодку забрался. Все-таки ходить вот по жаре не очень люблю. Что-то нужно придумать. Что-то другое, какое-то изобретение. Книжный магазин прекрасный. Мы просто зашли, чтобы на самом деле охладиться. Would you mind if I just make a video for my vlog, okay? Oh, yeah. Great, thank you. Я поснимаю, ок. Не вопрос. You're that beautiful. Вы очень красивые. Oh, yeah. Ой, засмущал. You a cat person? Ты кошатник. Well, yeah, I'm cat. Люблю котов. I don't have one because I'm traveling. У меня нет кота сейчас. Я путешественник. Молли переезжает в Уилмингтон. Господи, как же это мило. Детская раскраска. Мама и папа зашли в комнату Молли и сказали, что они переезжают. Куда? Куда мы переезжаем? Уилмингтон, Северная Каролина, сказала мама. Она разозлилась. Молли стала грустить. Alex moves to Wilmington, North Carolina. Безумно, тут атмосферно, красиво, так, что с ума сойти, тенисто. Куча этих деревьев, которые кладут множество тени на землю, и кирпич, кругом кирпич. Красота, колониальная архитектура, короче, Флорида просто отдыхает. А это здание действующего окружного суда. Мы просто зашли в него охладиться под кондиционером. Вход в суд свободный, и внутри нет даже охраны. What is this place about? А судьи кто? These are the judges. Вот эти ребята. You see here, public restroom, the doors on the side of the judges' chambers. Палаты судей. Court Hall. Зал заседаний. Да, капитальное все такое. Так прям все пахнет правосудием. Это зона для свидетелей, для ожидания своего суда. Можно здесь встретиться с адвокатом. В общем, прикольное место. Вход свободный, естественно. Никаких рамок, никаких ментов. Заходи себе в суд и все. Такие двери капитальные. Это просто кладовка для швабры и ведра. You
люблю Каролину за такие вот детали, такие часы на улице, такие тенистые улицы. И вот за вот такую вот обстановку, за вот такие вот цветы, деревья, все в цвету. Это музей, это же не заметить, я даже не понимаю, где мы находимся, какой-то музей. 1870s for historic authenticity. We did have like a writing table in the house. The Historic Commission. Забрались наверх, такая светелочка здесь. Город зеленый, конечно, очень крутой. Класс. Ребята приготовились к завтрашнему отбытию, перевезли вещи на свою машину уже, которую они взяли в аренду в одну сторону, обратно во Флориду. Лодка пустеет. Завтра утром мне помогут перейти на якорь отсюда. Мы заправились полностью топливом, опять по самые горловины я залился. И лодка наша, конечно, охренительная. Все такие люди экспозитивные, все спрашивают, как у вас дела, что к чему. Вот, мы рассказываем, что пришли из Флориды, они такие, вау. Динги уже привязал. Завтра переезжаю жить на якорь на Райтсвилл-Бич. Мы двигаем на пляж, потому что это Райтсвилл-Бич. Всем доброе утро. И вчера вечером рядом с нами стал какой-то вахлак, и всю ночь у него там из борта вода из кондиционера текла, спать нам не давала. И вот эти вот моторы, я бы никогда себе такие не купил, потому что спросят меня люди, а у тебя какие моторы? Я скажу 300, они такие, отсосил тракториста. Эй, morning. Сегодня я прощаюсь с экипажем, меня экипаж сходит на берег, списываю, так сказать, команду, и бабушка переходит на якорь. На якорную стоянку. Спасибо этой Марине. Они, правда, совершенно... Seapath Marina. Хорошее место. Чаржат, как все. $77 за ночь. Но туалеты не чистят. Реально. 2 дня назад я захожу в туалет после перехода. Почки обосранные. Сейчас захожу, просто я в шоке. Они до сих пор также обосранные. У меня все гораздо чище и приличнее внутри, на яхте. Хочется все делать. Хочется и путешествовать, и знакомиться с новыми людьми, и общаться. И на пляже. И главное, монтировать видосы. Но я, честно говоря, не представляю, как в такой обстановке. Монтировать видосы — это много часов каждый день. И как сосредоточиться, не знаю. Значит, в планах у меня пожить здесь как минимум недельку. А потом переехать еще куда-нибудь. Пожить там, вдоль по каналу, вдоль замечательного побережья Северной Каролины, который я так люблю. Выйти в океан еще как минимум 1 раз. Если я буду совсем один, если никто со мной не привяжется. Выйти в океан на мыс Lookout с вот такими вот ракушками. Отвязываем концы. Как называется? Отдать концы. Отдаем. We're giving out the lines. Раздаем веревки. Out untying. Giving them out. Прочь. Bye-bye, Seapath Marina. Пошли. Green on the right. Зеленый справа. Oh yeah. Да, Green on the right. We're not returning. мы идем наружу. Getting out. Не внутрь. At least out of here. Да, Out of here. Get out. убираемся. Let's get out of here. Валим. Пора валить. Там все удобства. Город просто полный горячими телами, зажигательными тусовками. В этой воде можно купаться. За этими домами пляж. Шумная тусовочка в баре, конечно, здесь. Сегодня пятница вечер. Я вышел погулять в поисках Wi-Fi, чтобы скачать себе видосы. Но в ресторанах у всех лист ожидания. Переполнено все, протиснуться негде. Столики все заняты. Вот в баре все пьяные, все орут. Шумно очень.
Я сомневаюсь, что это отдых мне по душе, конечно. Если я даже найду тут с кем перетереть, то будет очень сложно разговаривать, потому что очень шумно. Ладно, пойду вон в тот бар. Мой любимый бар вон там, походу. Да. Весь день что-то спал, меня так вырубало, просто кошмар. Встал в 5:30, рассвет встречать называется. Ага, и все. Ну там сидят люди, жрут, ресторан полный, классный. Но я уже не хочу рестораны никакие, мне и дома хорошо. Хот-доги, у меня дома хот-догов полно. На 4 июля вечерком решил пройтись. Я прикольно оделся, прикинулся. Атмосфера праздника не очень такая. Я помню в Рентале, какая туса была там, вся деревня, там тысячи человек, огромные толпы в деревне Рентал. А здесь такой курорт, и все тихо, спокойно, все так. Максимум домашняя вечеринка вот у людей на балконе вот такая. Здесь какая-то музыка играла, я вот на музыку иду вот с этой стороны. Ну все, музыки нету. Что-то я загрустил сегодня. Пойду напишу, что ли, свой инстаграм на песке. Ну вот парковка, да, я иду просто вдоль парковки, тут даже тротуара нет. Выходит из машины девчонка и такая: «Hey, типа, how you doing?» Типа, nice bandana, are you patriotic? Типа, а я говорю: «Ты на вечеринку идешь?» Она такая: «Да». Я говорю: «Возьми меня с собой». Она такая: «Ха-ха-ха, да ладно». Мы обменялись инстаграмами и все такое. Вот это движ. Я нахожусь в Carolina Yacht Club. Написано private был на входе, так что я вперся на частную вечеринку. Здесь такая тусовка, так все по-семейному. Семейные круги, люди сидят, общаются. Очень милая атмосфера, тепло, хорошо, спокойно. В баре мне тут ничего не продали. Это действительно слишком крутое место для того, чтобы здесь за $3 пиво брать. Наверное, нужно быть членом клуба. Они говорят: «Ну извините, пожалуйста, но это частная вечеринка». Двери открыты, но это частная вечеринка. Но они мне не запрещали здесь побыть. Они меня не выгоняли. Меня очень вежливо сейчас попросили покинуть помещение. Парень подошел, это который на баре, мне говорил: «Ну я очень извиняюсь, ты может, в каком-то другом клубе состоишь, может быть, ты в Сипаth состоишь, может быть, ты...» Я говорю: «Ну и у меня Homeport Oriental, я тут живу как бы вообще в Каролине». Он такой: «Я ненавижу вот так говорить, но мне придется, я вынужден попросить вас выйти, потому что у нас частная вечеринка в клубе, в который, чтобы вступить, нужно 10 лет ждать». В этот клуб, чтобы вступить, чтобы вот так вот отвисать нормально с этими людьми, и пиво по $3 было, и бургеры по 6. 10 лет лист ожидания. Охренительное, энергетическое место. Был бы рад иметь кого-нибудь знакомого в этом клубе. Если я мог бы быть гостем, если бы меня кто-нибудь привел. Но я просто с улицы вошел в частную вечеринку и все. Вот там вот есть другие бары, там все. Послезавтра я планирую отъехать на пару дней в Вирджинию, оставить лодку здесь, на якоре, на 2 якорях. Помочь Леше переставить его новую лодку, которую он купил. И немножко приуныл я здесь. Как бы... Ну, я один совсем. Life is just, life is keen. I put in work, do my thing to keep me Maryland on the scene. Keep me Maryland on the scene. Make me wise, take me. Моя любимая традиция. А у меня, как у настоящего мужчины, есть традиции. Я иду встречать нежный рассвет на побережье Райтсвилл-Бич. И это офигенно. Я сегодня проснулся в 5:30, решил сразу же этим воспользоваться. Рассвет обещает быть... Он уже там бушует. Как и всякий рассвет в океане, он уже является каким-то шоу. But never mind how fast you go. We all shine, then burn over like the stars in the night. So cast a dream and watch it glide to keep you Maryland on the scene. Keep you Maryland on the scene. Вчера принял историческое решение избавиться от дредов. Походил я с ними больше года. Эксперимент с дредами считаю завершенным, законченным. От них устал, хочу теперь лысым ходить, с охрененной лысой головой, потому что форма головы у меня отличная. Но сделать это не просто так, а ритуально. Пора признать, что некоторые отношения изживают себя, некоторые вещи просто приходит им срок, где не теряют актуальности, и все проходит. Так что я пробую новый имидж. Сейчас будет у меня церемония прощания с дредами. У меня для этого есть машинка и ножницы. Все. Спасибо, мои дреды. Вы были со мной больше, чем год. Мои длинные волосы, я вас долго носил. И теперь я предаю вас водам Атлантического океана.
Ну все, машинкой теперь подровняю, буду офигенно ходить. They thought they were made for each other, only thinking of one another, never thinking just for 1 second she would take a different attraction. We don't want them, we don't want them, we don't want. Вот церковь. Утро воскресенья. Решил сходить в католическую церковь. Вот эта парковка возле церкви. Просто посмотрите на это. И никто телефонов не оставляет. Типа, позвоните мне, если машина ваша мешает. Все места вот заняты. И вот так вот просто все набито. Как они собираются разъезжаться, я просто не понимаю. Много было советов по тому, как выкидывать 2 якоря в группе яхтовладелец обмен опытом. Кто-то говорит, нырять нужно. Если не нырять, то нужно, значит, подходить к первому якорю, только важно его не подорвать. Я не хочу сниматься с хорошо держащего якоря, потому что он меня уже несколько дней тут просто спокойно. И вокруг киля веревка обходила, и становилась лодка бортом к течению, и напряжение было сильное очень на канате. И ничего как бы. Так что я просто перестраховываюсь. Ну что делать? У меня перекрутятся канаты между собой, если я сейчас кину так. Нырять я не хочу. Ну, я не готов нырять и городить какие-то цепи там непонятные. Я не дайвер тут. И там видимости под этой водой не сильно много. Надо все-таки относительно мутная. Ну ладно, перекрутится у меня здесь. Зато будет спокойно, и лодка уж никуда не денется. Ну перекрутится, ну раскручу. Простота — залог успеха. Просто выкинул 2-й якорь и все. Он будет держать. Успокаивая себя. Чуть газку дал, буквально на малых обмал и вперед чуть-чуть, секунд 10. Провис у меня основной канат якорный, я просто подошел, выкинул 2-й. А 2 якоря я выбросил, чтобы в следующей серии покинуть бабушку и отправиться на другой парусной лодке в путешествие по заливу Чесапик из штата Мэриленд в Вирджинию. Подписывайтесь и увидимся через 2 недели в яхтенном переходе по Америке на канале «Пора валить сейлинг». Beautiful land, just beautiful land. Oh yeah, yeah. People, the hour is now. We can come together now. Rise up and take a stand, yeah. We've got the powers, yes, to stop those warmongers that try to divide us. Oh, your love us to conquer. We've got the powers, yeah, together we'll be so much stronger. And I really feel, and the Babylon system won't be able to stand any longer. Hi, 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 oh. Hi, 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 yeah, guayo, ya, gayo. Hi, 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 oh. Hi, 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 yeah, guayo, ya, gayo. Acquisition of material things won't satisfy your soul. Only your love is everlasting. It never leaves.